Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу относительно свежую новинку от производителя «Автоистория» в лицензионной коробочке ПАО КамАЗ в масштабе 1 к 43. И мы рассмотрим сидельный тягач КамАЗ-65225. Довольно необычная масштабная копия. Таких грузовиков вживую я никогда не встречал, только видел по телевизору и на фотографиях в интернете. У нас не закупают подобную военную технику, но сам сидельный тягач отлично подойдет для диорамы, если вы хотите установить полуприцеп тяжеловоз и на него поставить какую-нибудь гусеничную технику. И эта модель появилась в продаже в октябре 2020 года. Ее рекомендованная розничная цена составляет 1850 рублей. В коробке от «Автоистории» КамАЗ вышел в двух вариантах исполнения. Первый с темно-зеленой кабиной, второй был в белом цвете, и у него было обновленное оперение. И сама по себе модель уже выходила в более дорогостоящей коробке Start-Skill Models. У SSM модели появились в 2016 году, и у SSM было тоже два варианта исполнения. Похожий темно-зеленый КамАЗ, только у него были добавлены оранжевые маячки, и также на дверцах были логотипы. И был КамАЗ в черном цвете, у него немножко была видоизменена светотехника. И чуть позже также выходила модель в наборе вместе с полуприцепом-тяжеловозом ЧМЗ-АП. И такой набор я поначалу думал приобрести в свою коллекцию, но на то время у меня уже был набор из точно такого же полуприцепа и сидельного тягача МАЗ-537, поэтому не стал брать набор и дождался варианта от «Автоистории». И это наиболее выгодное предложение, потому что модель не сильно отличается от более дорогого собрата. И также, если мне не изменяет память, такая модель выходила и в наборе для самостоятельной сборки AVD Models, и вы там уже могли самостоятельно собрать модель, как вам нравится, сделать какие-то улучшения, доработки и, возможно, корректировку тех недочетов, которые были допущены при проектировании этого КамАЗа. И эту модель смело можно назвать бестселлером, потому что она довольно быстро исчезла с продажи, и эту машину можно было включить в рубрику бестселлеры, которую я делал на втором канале, но как-то забыл про этот КамАЗ и вспомнил о нем случайно, когда перебирал коробку с другими моделями. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный сидельный тягач поближе. И также для сравнения вам приготовил еще один похожий сидельный тягач, только марки КрАЗ, тоже от «Автоистории». И можно будет посмотреть, какая модель лучше в плане проработки. И обязательно напишите ваши комментарии, какая модель вам больше понравится. Здесь коробочка стандартного размера. Мне не очень нравится упаковка у костромских моделей. Очень тонкий картон, видимо, экономит абсолютно на всем. И такая упаковка может порваться, даже если вы будете аккуратно пытаться вынуть модель из этой упаковки. На нижней стороне коробочки есть различная информация, которая касается данного бренда. Это игрушка, модель машины в масштабе для детей от 3 лет. Здесь я подхожу, мне уже 4. Внимание, может содержать мелкие детали, соответствует требованиям. Дата производства 5-й месяц 2020 года, относительно свежая масштабная копия. Срок годности не ограниченный, срок службы составляет 10 лет. Отсчет пошел, и посмотрим, что станет с этим сидельным тягачом по прошествии времени. Также еще раз указан прототип для тех, кто забыл. КамАЗ-65225, цвет хаки. Я уже рассматривал эту масштабную копию, проверял ее на наличие дефектов. В целом здесь довольно аккуратная покраска и сборка, но не обошлось без мелких недочетов, как это принято у китайских изделий. И также эта модель была обильно пролита транспортировочным силиконом. Я пытался его немножко убрать, но в некоторых местах, возможно, остались жирные следы. И довольно симпатичная масштабная копия. Я потихоньку обновляю свой автопарк КамАЗов. У меня преимущественно модели еще советского периода от Иликон. И хочется уже что-то поновее. Те модели — это неотъемлемая часть моей истории коллекционирования, но их я держу в отдельной коробке, достаю просто ради
того, чтобы вспомнить, как выглядели эти модели 30-40 лет назад. А эти более современные аналоги можно смело ставить на полку. И вообще, если говорить о КАМАЗах, у автоистории, у Start Scale Models, у них вполне удачные масштабные копии, они хорошо передают образ настоящего прототипа, и здесь также отличная детализация. Хотя есть некоторые нюансы, например, можно было сделать рабочую балансирную тележку, как на эликоновских моделях. Я не думаю, что такое решение сильно бы удорожило производство, но модель бы выглядела намного привлекательнее. И здесь, по-моему, металлическая рама, но она так увешана пластиковыми деталями, и сложно посмотреть, из какого она материала. Также на раме установили механизм с лебедкой, но на катушке отсутствует нитка. Я видел, некоторые люди делали доработку, наматывали обмотку, делали небольшой крючок, и, конечно, это добавляло модели более презентабельный вид. Присутствует топливный бак, это пластиковая деталь, тоже обильно промазана каким-то силиконом. Выхлопная труба здесь окрашена, отлично сделана передняя балка, также балансирная тележка, правда, еще раз повторюсь, тележка здесь статична. Колесики свободно вращаются, правда, ходят восьмерками. Это визитная карточка любых моделей от SSM, от автоистории. И в целом здесь довольно хорошие покрышки. Отлично читается маркировка, также ярко выражен протектор, но, на мой взгляд, покрышки здесь чуть уже, чем должны быть на самом деле. Возможно, я ошибаюсь, повторюсь, этот грузовик я видел только на фотографиях и по телевизору, и данную масштабную копию я сравнивал именно с фотографиями прототипов в интернете. Также здесь на кабине установлен люк, он отлит вместе с верхней частью крыши, есть габаритные огни, эти детали смотрятся очень примитивно, их можно было сделать как-то и иначе, особенно с учетом того, что это модель 2020 года. Присутствуют пластиковые стеклоочистители, это детали, окрашенные в массе, но вот как раз один дворничек у меня не очень аккуратно вклеен, он болтается, но опять же это издержки современного китайского производства. Также слева на кабине присутствует фароискатель, хорошо смотрятся зеркала заднего вида. И поэтому КАМАЗу было пару замечаний, и основная претензия у тех людей, которые приобрели модель, была это форма крыльев. И здесь должен быть разрез на настоящем грузовике, а Кострома почему-то сделала собирательный образ и длинное крыло, которое устанавливалось на предсерийные машины, а в серию пошли автомобили немножко с видоизмененной частью. Также у этой модели в бампере присутствуют поворотники, а на модели от SSM здесь были установлены фары ближнего света. И вариант от автоистории более достоверен для серийного автомобиля. Пластиковые окрашенные детали по тону не сильно отличаются от металлических, окрашенных в тот же цвет. И, конечно, здесь нарисовали катафоты на боковинах кабины. Эти детали можно было сделать или из фототравления, или на крайний случай в виде прозрачного пластикового элемента. Здесь, опять же, решили сэкономить. У этого грузовика поднимается кабина. Правда, поднимается она довольно туго, и отлично проработан моторный отсек. Присутствует двигатель, рукоятка переключения коробки передач, также виднеется два турбокомпрессора, есть еще радиатор охлаждения на лебедке, ну и другие элементы, которые при детальном осмотрении можно посмотреть поближе. И я думаю, что здесь можно сделать доработку, окрасить некоторые узлы, чтобы они не были так ярко выражены из пластика. И также здесь на платформе перед седлом установлено два противоподкатных башмака. Рабочее седло и хорошо сделаны задние фонари. И давайте для сравнения вам покажу сидельный тягач Крас, который я покупал довольно давно.
И это тоже вполне хорошая модель, но по сравнению с КАМАЗом она выглядит намного проще, хотя крас чуть крупнее. И КАМАЗ украшают навесные детали, как лебедка, также башмачки на платформе. И, по-моему, эти модели были примерно в одну цену. Ну, крас, возможно, был дешевле, но с учетом курса и инфляции КАМАЗ, я думаю, примерно в таком же ценовом сегменте. И вот это тот случай, когда действительно покрасили кабину в вполне реалистичный цвет. Я вчера вам показывал модель армейского автобуса АС-38, и там совершенно непонятный оттенок зеленого. А здесь вполне хороший темно-зеленый защитный цвет, и почему нельзя было покрасить предыдущую модель в точно такой же оттенок, для меня остается загадкой. И пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный сидельный тягач, что вы думаете о КАМАЗах от Автоистории. Есть ли в вашей коллекции похожая техника, в каком варианте исполнения, делали ли вы ей какие-то доработки. Не забывайте поддержать этот видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются интересные видеоролики. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!